Люди любят задавать вопросы. Почему ты здесь? Почему ты во Фракцидусе? Я им улыбаюсь иногда, не потому что мне смешно, просто отвечать нет смысла. Они все равно не поверят. Когда-то у меня была сцена. Настоящая, свет, тишина, первый взмах руки, и люди в зале переставали дышать. Кто-то застывал, кто-то дрожал, как листья на ветру. Моя музыка вела их к краю пропасти, и в тот момент, когда оставалось лишь только шагнуть, я опускала руки, резко и без предупреждения. В зале стояла тишина, в которой слышно, как у кого-то бьется сердце. Это жестко, да, но я никогда не верила в финалы. Лучше оставить все на полуслове, чем лишить человека его собственной концовки. С тех пор сцена стала пустой. Только флаги Фракцидуса трепещут на ветру, немые свидетели, что я вообще здесь. Моей комнаты почти нет, ни вещей, ни следов. Я исчезаю, а потом внезапно возвращаюсь, чтобы сделать то, что нужно. Быстро, точно. И снова уйти. Единственное место, куда я прихожу сама — лаборатория. Там люди меняют себя, рвут и сшивают плоть, ищут новую силу. Их глаза горят жаждой перерождения, их крики сливаются в странную рваную мелодию. Я смотрю на них и вижу не только их. Иногда ночью я хожу по лаборатории с лампой, читаю отчеты, но никогда не беру с собой ни одного листа. Не потому что боюсь, просто все это не то, что я ищу. Бесконечная жизнь? Знаешь, это звучит как подарок, но на самом деле пустота. Когда нет конца, нет дороги, тогда я закрываю глаза и говорю вместо себя музыкой. Она знает, как передать одиночество, злость, тоску. Я пережила столько циклов похвалы и ненависти, что научилась одному. Не стоит ни на кого опираться. Все исчезает. Остаются только те, кого заставили остаться. Сначала боль обжигает, потом становится привычкой, а потом перестает быть чем-то важным. Была у меня одна привычка. Я собирала разбитые статуи. Не просто снаружи, изнутри, по кусочку, по тысячам осколков. Это успокаивало, но трещины всегда оставались. И знаешь, в какой-то момент я поняла, именно они делают ее совершенной. Я видела небо красным, потом синим. Я жила в бесконечном городе, где никто не задавал лишних вопросов. Но однажды я подошла к краю. Там ждал кто-то в красном. Я протянула руку, и в ладони осталась лишь только кровь. Я была телом без движения, с одним глазом, увитая красными цветами, но почему-то жила. Люди умирали, а их эхо рождало меня заново. И тогда я поняла, пока ты не выйдешь за пределы своего сна, он будет держать тебя в клетке. Теперь небо снова голубое, и люди зовут меня по имени. И, возможно, в этот раз я отвечу.